Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. Это видео-мастер-класс по вязанию вот такой милой змейки в пуансете, символа 2025 года. Длина такой змейки 83 сантиметра, туловище и голова вяжутся одной деталью. На эту змейку и на ту, которую мы вместе с вами свяжем, есть уже короткий зи-обзор, ссылочка на ролик в описании под этим видео. Все необходимые материалы для вязания такой игрушки тоже указаны в описании под этим видео. И перед началом вязания обращаюсь к тем, кто не смотрел еще, обязательно посмотрите от начала и до конца вот это мое короткое видео на тему 2 способов вязания крючком. Иначе наши с вами вязаные изделия очень сильно будут отличаться по размеру. И еще можете посмотреть вот это мое видео, это вязальное видео шпаргалочка, там есть много разных полезностей, которые пригодятся при вязании амигуруми игрушек. Ну а теперь давайте перейдем к вязанию. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и начнем вязание с туловища, с кончика хвостика. Туловище и голова у нас будет вязаться одной деталью. Итак, набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Следующий ряд можно будет отметить новый ряд маркером. Мы с вами провязали первый ряд, следующий ряд второй, и этот ряд мы провяжем без изменения. Провяжем 4 столбика без накида. Провязали следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида, и в следующую петлю вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И повторим так еще один раз. Итоговое количество в этом ряду у нас должно получиться 6. Провязали начальный хвостик пряжи на внутренней стороне, фиксируем узелочком на любой стеночке, любой подходящей петли и прячем вовнутрь, чтобы он нам не мешался. Следующие 2 ряда, 4 и 5, вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 6, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И так повторим еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали следующие 2 ряда, 7 и 8, вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. Последнюю петлю 8 ряда слегка распустим и довяжем ее дополнительным цветом. Довязали, и тем самым мы присоединили пряжу дополнительного цвета. Далее следующий ряд у нас 9. Вяжем 1 столбик дополнительным цветом, но не довязываем его до конца. Отодвигаем в сторону, подхватываем пряжу основного цвета и довяжем этот столбик. Далее до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида основным цветом. Пряжу серую и основного цвета, то есть пряжу основного и дополнительных цветов, мы отрезать не будем, а будем просто их так переставлять, и пряжа серого цвета дополнительно, она постепенно будет ввязываться в серый ряд дополнительного цвета ряд, а
пряжа основного цвета, просто будем вот так ее перекидывать. Ну, дальше я вам все покажу. Итак, что мы делаем тут? Последний столбик без накида 9 ряда, мы его тоже не довязываем до конца. Довяжем его пряжей дополнительного цвета. Довязали. Далее отмечаем новый ряд. Следующий ряд 10. Вяжем в начале ряда одну прибавку дополнительным цветом. Вяжем 1 столбик прибавки. Далее вяжем второй столбик прибавки, но не довязываем до конца. Отодвигаем в сторону пряжу серого цвета, подхватываем пряжу дополнительного цвета и довязываем прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем одну прибавку и вяжем 3 столбика без накида. Последний столбик из этих 3 не довязываем до конца. Берем пряжу дополнительного цвета и довяжем этот столбик. Итоговое количество петель в 10 ряду у нас должно получиться 10. Следующие 2 ряда будем вязать по одной и той же схеме. Это 11 и 12 ряды. В начале ряда вяжем 2 столбика без накида, вяжем дополнительным цветом. Второй столбик без накида не довязываем до конца. Довяжем его пряжей основного цвета. Довязали и до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. 8 столбик без накида не довязываем до конца. Довяжем его пряжей дополнительного цвета. Провязали и 12 ряд вяжем точно так же. Провязали и последний столбик в этом ряду пока можно довязать пряжей основного цвета, для того чтобы вытянуть слегка петлю, и на этом этапе начнем наполнять нашу змейку наполнителем. Наполняем не плотно, наполняем средней плотности, чтобы легко ее было гнуть, змейку, придавать ей любую форму, которую нам захочется. Продолжаем наше вязание. Последний столбик 12 ряда нужно будет довязать пряжей дополнительного цвета, и так далее постоянно. В конце каждого ряда последний столбик мы будем довязывать пряжей дополнительного цвета. Итак, следующий ряд 13. В начале этого ряда вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторую прибавку довяжем пряжей основного цвета. Подхватываем пряжу основного цвета и следим за тем, чтобы с внутренней стороны пряжа не была сильно натянута, иначе можно стянуть вязание. Вот так вот пальцем можно здесь придержать. И все. И далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. И напоминаю, последний столбик без накида довязываем пряжей дополнительного цвета. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. Следующие 2 ряда вяжем по одной и той же схеме, это 14 и 15 ряды. И начиная с этих рядов вот эту вот пряжу дополнительного цвета, она вот тут у нас вот так перекидывается, и ее постепенно мы ввязываем в ряды, в серые. И тоже следим, чтобы она сильно не была натянута, чтобы нам не стянуть вот эту вот часть, чтобы все было
свободненько. Итак, вяжем 4 столбика без накида, вяжем дополнительным цветом и с внутренней стороны подхватываем пряжу, ввязываем ее в ряд. Итак, провязали 3 столбика без накида, 4 не довязываем, подхватываем пряжу дополнительного цвета, следим, чтобы с внутренней стороны она не была сильно натянута. Вот так вот придерживаем ее и довязываем этот 4 столбик без накида. И далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Последний довяжем пряжей дополнительного цвета. И точно так же по такой же схеме вяжем 15 ряд. Провязали следующий ряд 16 и в этом ряду вяжем так. Вяжем сначала 1 столбик без накида, далее вяжем 1 прибавку, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавку, и эту прибавку мы не довязываем до конца, так как мы ее довяжем пряжей основного цвета. Подхватываем, следим, чтобы с внутренней стороны не было сильно натянуто, но и сильно свободно тоже не должно быть. Так, и довязываем эту прибавку. Далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Провязали следующие 2 ряда, 17 и 18, вяжем по одной и той же схеме. В начале ряда вяжем 6 столбиков без накида, 2 и 6 провяжем пряжей основного цвета. Далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Последний столбик довязываем пряжей дополнительного цвета и далее в 18 ряду все вяжем точно так же. Провязали следующий ряд 19 и в этом ряду вяжем так. Вяжем сначала 6 столбиков без накида, 2, 3, 6 довязываем пряжей основного цвета. Далее вяжем 1 прибавку, вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее вяжем прибавку, не довязываем ее до конца, так как будем довязывать ее пряжей дополнительного цвета. Довязали, и итоговое количество петель в 19 ряду у нас должно получиться 16. Следующие 16 рядов с 20 ряда по 35 ряд включительно будем вязать по одной и той же схеме. Первый ряд я вам покажу, а остальные 15 рядов вы будете вязать самостоятельно, а я, соответственно, провяжу их за кадром. Итак, вяжем 6 столбиков без накида, вяжем дополнительным цветом, 1, 2, 6, довязываем пряжей основного цвета, и до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. И всего нам так нужно провязать 16 рядов.
Итак, провязали 16 рядов без изменения с 20 ряда по 35 ряд включительно, наполнили наполнителем и продолжаем наше вязание. Следующий ряд 36. В начале этого ряда дополнительным цветом вяжем одну прибавку, далее вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем еще одну прибавку, и эту прибавку не довязываем до конца. Довяжем ее пряжей основного цвета. Довязали. Далее вяжем одну прибавку. Далее 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. И вяжем одну прибавку, не довязывая. Довязываем ее пряжей дополнительного цвета. И в этом ряду, в 36-м, итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Следующие 16 рядов вяжем по одной и той же схеме. Для начала дополнительным цветом вяжем 8 столбиков без накида. 2, 3, 7 и 8 довязываем основным цветом. Далее основным цветом вяжем 12 столбиков без накида. 12 довяжем дополнительным цветом. И вяжем точно так же еще 15 рядов. То есть в итоге мы должны так провязать 16 рядов с 37 ряда по 52 ряд включительно. Провязали 16 рядов по одной и той же схеме, наполнили наполнителем, и хочу обратить ваше внимание на то, что наше вязание так вот выглядит слегка скрученным, так как мы с вами вяжем без воздушных петель, без петель подъема, поэтому вязание у нас идет спиральное. Оно постепенно поднимается. Допустим, вот смотрите, вот этот ряд, начало ряда идет ниже, а конец ряда уже поднимается наверх, поэтому наше вязание скручивается. Но это вязание наше можно слегка выровнять вот так вот руками. Но в конечном итоге змейка все равно получится слегка такой вот скрученной, но эта змейку совсем не испортит. Итак, давайте продолжим с вами вязание. Следующий ряд 53, и в этом ряду дополнительным цветом вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. И здесь тоже мы вяжем одну прибавку, довязываем ее основным цветом. Далее вяжем одну прибавку. Далее 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. И в конце ряда тоже вяжем одну прибавку, довязываем ее дополнительным цветом. Отмечаем новый ряд. Следующие 30 рядов будем вязать по одной и той же схеме. Для начала дополнительным цветом провяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10 столбик, довязываем основным цветом. Далее вяжем 14 столбиков без накида, вяжем основным цветом. И 14 столбик без накида, который провязали мы
основным цветом довязываем дополнительным цветом. И точно так же по такой же схеме вяжем еще 29 рядов. То есть всего нам нужно так провязать 30 рядов с 54 по 83 ряд включительно. Провязали, наполнили наполнителем туловище змейки по ходу вязания и продолжаем. Следующий ряд 84. В этом ряду вяжем так. Сначала вяжем дополнительным цветом одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. И вяжем еще одну прибавку, не довязывая ее. Отодвигаем в сторону пряжу дополнительного цвета и довязываем ее основным цветом пряжи. Далее вяжем основным цветом одну прибавку. Далее 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. И в конце мы здесь тоже вяжем прибавку, довязывая ее дополнительным цветом пряжи. Следующие 16 рядов вяжем по одной и той же схеме. Для начала вяжем дополнительным цветом 12 столбиков без накида. Да, кстати, в 84 ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Итак, вяжем дополнительным цветом 12 столбиков без накида, 12 столбик довязываем основным цветом и основным цветом вяжем 16 столбиков без накида. 16 столбик без накида довязываем дополнительным цветом пряжи. Отмечаем новый ряд и вяжем точно так же еще 15 рядов. Всего нужно так провязать 16 рядов с 85 по 100 ряд включительно. Итак, провязали 16 рядов по одной и той же схеме, наполнили туловище змейки наполнителем и далее продолжаем наше вязание. Следующий ряд 101. И в этом ряду вяжем так. Сначала дополнительным цветом 2 столбика без накида. Далее вяжем одну убавку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки, подхватили. Далее подхватываем вот эту вот пряжу, которую мы перекидывали, и провязываем одну убавку. Далее повторяем эту комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И еще раз повторяем эту комбинацию, только уже убавку здесь мы довяжем. Так, вяжем 2 столбика без накида и убавку довяжем основным цветом. Далее повторяем эту комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Туловище змейки уже такое длинное стало, что мне тут совсем неудобно вязать, но я с этим справлюсь. И так до конца ряда вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 21. В конце ряда мы убавку довязываем дополнительным цветом. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем по одной и той же схеме. Дополнительным цветом вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2 и 9 довязываем основным цветом пряжи. Далее основным цветом вяжем 12 столбиков без накида. 12 довязываем дополнительным цветом пряжи. И так повторим
еще 2 раза. Всего нужно так провязать 3 ряда. Это у нас получается 102, 103 и 104 ряды. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 105, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так вяжем до конца ряда. При этом мы не забываем сменить цвет пряжи. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем по одной и той же схеме. Дополнительным цветом вяжем 6 столбиков без накида, основным цветом вяжем 8 столбиков без накида. И так вяжем 106, 107 и 108 ряды. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 109, и в этом ряду вяжем так. Дополнительным цветом вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Шестую прибавку довязываем основным цветом. Далее основным цветом вяжем 8 прибавок подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 28. Последнюю 8-ю прибавку, которую мы вяжем основным цветом, довязываем дополнительным цветом. Провязали, следующий ряд 110, и прежде чем мы начнем его вязать, вот эту вот пряжу основного цвета теперь мы будем отрезать, так как далее будет полотно более широкое, и здесь лучше не переставлять пряжи во время перехода цветов, а лучше их отрезать, а потом завязать между собой все хвостики на узелочки. Серую пряжу пока дополнительного цвета пока еще один раз можно переставить, потом ее мы уже со следующего ряда тоже отрежем. Итак, следующий ряд 110, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Дополнительным цветом такую комбинацию вяжем 6 раз, а основным цветом такую комбинацию вяжем 8 раз. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 111, и в этом ряду вяжем так. Дополнительным цветом мы вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. А основным цветом мы эту комбинацию вязать не будем, мы просто провяжем 24 столбика без накида. Итак, провязали 111 ряд, дополнительным цветом провязали комбинацию 2 столбика без накида плюс 1 прибавка и повторили ее так 6 раз. Основным цветом провязали 24 столбика без накида. И итоговое количество петель в 111 ряду у нас должно получиться 48. Следующие 4 ряда — это 112, 113, 114 и 115 ряды. Вяжем по одной и той же схеме. 24 столбика без накида дополнительным цветом и 24 столбика без накида основным цветом. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 116. И здесь мы вяжем так: дополнительным цветом вяжем сначала 5 убавок подряд. Вяжем за передние стеночки эти убавки. Первая убавка, вторая убавка и 5-я убавка. Далее вяжем 4 столбика без накида.
1, 2, 3, 4. И еще раз провяжем дополнительным цветом 5 убавок подряд. Это мы с вами сформируем щечки. И далее до конца ряда основным цветом вяжем 24 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 38. И последний столбик, 24, который мы провяжем основным цветом, мы его также довязываем основным цветом. Дополнительный цвет далее нам не понадобится. Провязали все хвостики пряжи, завязываем между собой на узелочки, лишнее отрезаем и уже прячем все вовнутрь вязания. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 38 столбиков без накида. Это 117, 118 и 119 ряды. И далее все мы вяжем основным цветом. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 120. И в этом ряду провяжем 2 раза вот такую комбинацию. Провяжем 17 столбиков без накида. 2, 3, 17. И вяжем одну убавочку. Повторим так еще один раз, и итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. Провязали следующий ряд 121, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 122, и этот ряд вяжем без изменения, 30 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд 123, в этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 24. Провязали, далее голову змейки наполняем наполнителем. Я уже это сделала за кадром. Вот эту вот часть наполняем достаточно плотно. И как наполнить голову игрушки наполнителем, чтобы она была устойчивой, я более подробно показываю в вязальной видео шпаргалочке. Ссылочка на нее указана в описании под этим видео. И далее фиксируем глазки между 117 и 118 рядами на расстоянии друг от друга 4 столбика. И далее заканчиваем вязание головы змейки по схеме, которая указана на экране. Я же это сделаю за кадром, потому что змейка уже очень длинная, это совсем неудобно делать. Там осталось всего лишь довязать 4 ряда, поэтому вы с этим справитесь самостоятельно, а я за кадром. Итак, туловище и голова змейки полностью связаны. Далее сделаем утяжку на мордочке змейки. Берем для этого иглу с большим ушком, прочную пряжу и заводим иглу, отсчитываем вот эти вот ряды дополнительного цвета, начиная от нижнего края глаз. 1, 2, 3, 4. И вот в этом в 5-м ряду заводим иглу не ровно посерединочке, а чуть ближе к этому глазу, немножечко в сторону, вот так.
заводим и сначала сделаем утяжку по нижнему краю глаз и потом сделаем утяжку по верхнему краю глаза с двух сторон. Так, выведем иглу вот здесь, получается на расстоянии от глаза 1-2 столбика. Здесь подтягиваем, оставляем здесь небольшой хвостик и захватываем 1, 2, 3 столбика под глазами, под глазом, заводим иглу, выводим к этому хвостику на расстояние 1-2 столбика. Теперь помогаем пальцами, вот так вот все подтягиваем хорошенечко и завязываем на узелочки. Завязываем на узелочки и нить отрезаем. Потом все хвостики спрячем вовнутрь головы змейки. И теперь со второй стороны заводим иглу чуточку в сторону, так ближе к этому глазу. Выводим вот здесь, подтягиваем. Также здесь оставляем хвостик и захватываем 1, 2, 3 столбика и выводим к этому хвостику иглу. И здесь также, помогая пальцами, все так вот хорошенечко сдавливаем, затягиваем, завязываем на узелочки и нить отрезаем. И теперь по верхнему краю глаз сделаем утяжечку, заводим в углубление иглу, выводим над глазом. И над глазом захватываем пару столбиков, выводим иглу к хвостику. Аккуратненько все стягиваем, завязываем на узелочки и нить отрезаем. Такую же утяжку над верхним глазом делаем и с этой стороны. Я уже это сделала. Все хвостики нитей прячем вовнутрь головы игрушки. И далее вышьем улыбочку и ноздри. Заводим иглу между первым и вторым рядами. Вот считаем от нижнего края глаз и вот дополнительного цвета 1, 2. Между ними завели. Вот тут вот чуть-чуть в сторону от глаза. Вот так вот ориентируемся. Далее подтягиваем, протягиваем. Здесь оставляем небольшой хвостик. И теперь вот здесь вот в углублении нам нужно захватить 1 столбик. Протягиваем нить и теперь в таком же месте, только с этой стороны, заводим иглу и выведем в районе вышивания ноздрей. Так. Вот так и слегка наискосок сделаем. И ноздри вышиваем на расстоянии друг от друга 2 столбика, 2-3 столбика. Так, наискосок, но у меня такой получился слегка наискосок они у меня получаются, эти ноздри. И выводим иглу. Нет, если я выведу туда, то будет совсем ровная черточка, тогда это я выведу сюда вниз. Все хорошенечко подтягиваем, нить отрезаем, эти хвостики нити расслаиваем на равные части. Далее находим заднюю стеночку подходящей петли и фиксируем эти хвостики на этой стеночке узелочками и прячем вовнутрь вязания. Все это подробно я показываю в вязальной видео шпаргалочке. Ссылочка на нее в описании под этим видео.
И далее из фетра вырезаем небольшой хвостик длиной сантиметров 3 и фиксируем его в углублении. Я зафиксировала его горячим клеем. И вот такая улыбашка у нас милая получилась. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, вот он итоговый результат нашей с вами змейки. Сейчас расскажу, как вязать пуансетти. Об этом я подробно рассказываю и показываю вот в этом видео мастер-классе. Ссылка на него в описании под этим видео, только есть небольшие нюансы. Итак, цветок состоит из 3 отдельных частей. 2 части, малая и средняя, это лепестки, и 1 часть, большая, это листья. Все они вяжутся по одной и той же схеме, только с разным количеством воздушных петель. Для малой части набираем по 3 воздушные петли, для средней части набираем по 4 воздушных петель, для большей части набираем по 5 воздушных петель. Что это за воздушные петли, вы поймете при просмотре видео мастер-класса по вязанию пуансетти. И больший цветок я вязала основным своим крючком под номером 5, а меньший цветок я вязала по той же схеме, но крючком 3,5. И добавляем различные украшения и ленты. Вязать и змейку, и цветы очень легко. Я очень надеюсь, что у вас все получилось и вы довольны своим результатом по моему мастер-классу. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!